Готовим очень вкусную и сочную буженину в рукаве. Берем свежее мясо, замороженное лучше не использовать, шейную часть. Моем и хорошо обсушиваем. Нам понадобится 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка смеси перцев, пол чайной ложки паприки. К специям добавляем чеснок, пропущенный через пресс, и хорошо перемешиваем. Мясо натираем специями с чесноком со всех сторон, равномерно распределяя по всей поверхности. Теперь обмазываем горчицей. Накрываем мясо пленкой и ставим в холодильник на 12-15 часов мариноваться. Достаем мясо из холодильника и кладем его в рукав для запекания. Завязываем концы. Иглой делаем несколько проколов. Кладем в форму для запекания. Ставим в разогретую духовку и запекаем из расчета на каждые 500 грамм мяса 20 минут и еще 20 минут на целый кусок мяса. У меня вес мяса 1 килограмм 200 грамм. Я буду запекать 1 час 15 минут. За 10 минут до окончания запекания вынимаем из духовки. Аккуратно, чтобы не обжечься, разрезаем рукав. Проверяем на готовность. Если при прокалывании выделяется слегка розовый или прозрачный сок, мясо готово. Поливаем выделившимся соком и ставим еще в духовку, чтобы мясо слегка зарумянилось. Затем даем остыть при комнатной температуре и ставим в холодильник часа на 3. Буженина, запеченная в рукаве, получается очень сочная и вкусная. Для праздничного стола идеальный вариант. Готовится просто, справится любой. Попробуйте приготовить. Готовим вкуснейшую закуску из куриной печени, дроб по-румынски. 650 грамм куриной печени зачищаем от пленок и нарезаем крупными кусочками. Кладем на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и обжариваем быстро на сильном огне со всех сторон. До готовности доводить не нужно. Затем перекладываем на тарелку и даем остыть. Мелко нарезаем небольшой пучок зеленого лука и укропа. 200 грамм твердого сыра натираем на мелкой терке. Три вареных яйца разрезаем на 6-8 частей. В миску кладем куриную печень, яйца, сыр, зеленый лук и укроп, соль и смесь перцев по вкусу. В небольшую емкость разбиваем 3 яйца
И слегка взбиваем вилкой или венчиком. Взбитые яйца добавляем к печени и хорошо перемешиваем. Форму для запекания я застелила пергаментной бумагой и перекладываем в нее смесь из печени, яиц, сыра и зелени. Размер моей формы: длина 23 см, ширина 9 см. И ставим запекать в разогретую духовку до 180 градусов на 45-50 минут. Достаем из духовки, даем остыть и нарезаем порционно. Вкусно как в теплом, так и в холодном виде. Идеальное сочетание ингредиентов. Получается очень вкусно, сытно и красиво смотрится в разрезе. На праздничном столе такая закуска не останется без внимания. Попробуйте приготовить. Готовим скумбрию. Рыбка получается невероятно вкусной. Свежемороженую скумбрию я уже заранее подготовила. Отрезала голову и хвост, удалила внутренности, помыла внутри и снаружи и нарезала порционными кусочками. Для маринада соединяем 3 столовые ложки сметаны, 1 чайную ложку соли, 2 чайные ложки горчицы и хорошо перемешиваем. Лук нарезаем тонкими полукольцами. Рыбу перекладываем в глубокую миску, добавляем лук, маринад и хорошо перемешиваем, чтобы рыба была со всех сторон покрыта маринадом. Миску накрываем пленкой и ставим в холодильник на 1 час мариноваться. Форму для запекания смазываем подсолнечным маслом. Выкладываем лук и куски рыбы на расстоянии друг от друга. Сверху смазываем оставшимся маринадом. И ставим запекать в разогретую духовку до 200 градусов на 30 минут до румяной корочки. Рыбка получается невероятно вкусной. Ее можно подавать как в горячем виде, так и в качестве холодной закуски. Попробуйте приготовить. А я желаю вам мира, добра и готовьте с удовольствием. Вкусный и сочный салат «Помидоры под снегом». 7-8 помидоров черри режем пополам, а затем каждую половинку на 3 части. На мелкой терке натираем 130 граммов твердого сыра и 2 вареных яйца. В майонез 100 граммов выдавливаем через пресс 1 зубчик чеснока и перемешиваем. В салатник выкладываем слой помидоров, слегка солим и перчим. Одно натертое яйцо, я яйца натирала по отдельности. И сверху половину натертого сыра. Смазываем майонезом с чесноком. И повторяем слои: помидоры, солим, перчим, яйцо, сыр и майонез. Я украсила петрушкой и помидорами. Даем салату пропитаться минут 20 и подаем к столу. Из небольшого количества ингредиентов получается очень вкусный, нежный и сочный салат, а готовится за считанные минуты. Попробуйте приготовить такой салат, а я буду ждать ваши отзывы. Готовим очень вкусный салат с баклажанами.
Баклажаны 1 килограмм моем, кожу не очищаем, нарезаем кружочками, а затем соломкой, вот так. Солим примерно 1 столовую ложку, перемешиваем и оставляем, а за это время подготовим другие овощи. 1 болгарский перец большой нарезаем соломкой, 2 моркови трем на терке для корейской моркови. В морковь кладем болгарский перец, лук 1 большой или 2 маленьких режем полукольцами. Добавляем к овощам. 1 острый перец мелко режем, предварительно удалив семена. Мелко режем небольшой пучок укропа и петрушки. Добавляем. Выдавливаем 2 зубчика чеснока через пресс. У меня чеснок крупный, поэтому кладу 1. Все перемешиваем. Баклажаны дали много жидкости. Теперь жидкость сливаем и промываем. Баклажаны кладем на сковороду с разогретым подсолнечным маслом и обжариваем на среднем огне минут 5-7. Периодически помешиваем. Затем снимаем с огня и даем остыть. К овощам добавляем остывшие баклажаны. Вливаем 1 столовую ложку 9% уксуса. Солим по вкусу. Перчим. У меня смесь перцев. Перемешиваем. И ставим в холодильник минимум на 10 часов мариноваться. Чем дольше маринуется, тем вкуснее. Салат с баклажанами получается очень вкусный. Попробуйте приготовить. Не пожалеете. Сегодня будем готовить творожный кулич без вымешивания теста. Для куличей нам понадобится сахарная пудра 200 грамм, сахар 200 грамм, молоко 100 мл, творог 250 грамм, 3 яйца, 300 грамм муки, 100 грамм изюма, 30 грамм дрожжей, 50 грамм сливочного масла и пасхальная посыпка. Сначала нам нужно приготовить опару. В миску кладем дрожжи, добавляем 1 столовую ложку сахара и хорошо растираем. Добавляем теплое молоко. И 2 столовые ложки муки. Хорошо все перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой. В пленке делаем проколы ножом, чтобы опара хорошо дышала. И оставляем подходить на 15 минут. Тем временем изюм помыть, залить кипятком на 10 минут. Затем воду слить и хорошо обсушить изюм. Обсушенный изюм посыпаем мукой, приблизительно 1 столовой ложкой, для того, чтобы он равномерно распределился по тесту. Творог нужно перетереть через сито или измельчить погружным блендером, для того, чтобы в готовой выпечке не было крупинок творога. В миску кладем 2 яйца, 1 яйцо разделяем на белок и желток. Белок ставим в холодильник, он нам понадобится для белковой глазури, а желток кладем в миску. Яйца слегка взбиваем, постепенно добавляя сахар
и взбиваем все в белую пышную массу. К взбитым яйцам добавляем творог. Растопленное сливочное масло, теплое. Перемешиваем. Подошедшую опару. И еще раз хорошо все перемешаем. Теперь всыпаем просеянную муку. Изюм добавляем к тесту и очень хорошо все перемешиваем. Берем формочки. Я использую обычные жестяные банки. Дно и стенки форм я застелила бумагой для выпечки. Формы наполняем наполовину тестом. Хорошо разровнять и оставить подходить на 1,5–2 часа, накрыв полотенцем. Вот они у нас подошли в 2 раза. И ставим их выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 35–40 минут. Вынимаем из духовки, снимаем бумагу для выпечки, она очень хорошо снимается. Вот такие получаются очень вкусные ароматные куличи. Даем остыть. Теперь готовим глазурь. Взбиваем до легкой пены белок. Затем постепенно добавляем сахарную пудру. И взбиваем до нужной нам густоты. Смазываем куличи глазурью. Сверху посыпаем пасхальной посыпкой. Вот так кулич выглядит в разрезе. Кулич получается влажный, очень вкусный и ароматный. Попробуйте приготовить. Украшаем яйца на Пасху. Нам понадобятся вареные яйца белого цвета, салфетки с красивым рисунком. Салфетки состоят из 2 или 3 слоев. Отделяем верхний слой и аккуратно руками отрываем понравившиеся нам фрагменты. Вот такие у меня получились фрагменты из салфетки. Теперь готовим клейстер. В сотейник кладем 1 чайную ложку без горки картофельного или кукурузного крахмала, вливаем 2 столовые ложки холодной воды, размешаем. Затем вливаем 100 мл кипятка,
Ставим на огонь и завариваем в течение 30 секунд, постоянно помешивая. Затем снимаем с огня и переливаем в мисочку. Даем немного остыть. На яйцо кладем фрагмент рисунка и при помощи кисточки и клея приклеиваем. Также можно использовать сырой яичный белок, но многие боятся использовать сырые яйца, поэтому клейстер из крахмала – это просто и безопасно. Наклеиваем половину яйца и кладем на тарелку, даем высохнуть минут 15. И также украшаем остальные яйца. Украшение яиц техникой декупаж – это очень интересное и увлекательное занятие. Одна половина яйца подсохла, теперь украшаем вторую сторону. Украшенным яйцам даем просохнуть в течение 30 минут. И вот такая красота у нас получилась. Попробуйте украсить яйца таким способом. Уверена, останетесь довольны. Готовим очень вкусную и нежную закуску тарталетки с креветками. В чашу блендера кладем 2 вареных яйца, крабовые палочки 4 штуки, добавляем 1 столовую ложку майонеза и перебиваем все до однородной консистенции. Вот такая получается паста. Тарталетки наполняем крабовой пастой. Я использую вафельные тарталетки, так как паста очень нежная и тарталетки из песочного теста, на мой взгляд, не очень подходят. Украшаем креветками и петрушкой. И так делаем все остальные. Получается очень нежная и вкусная закуска. Готовится за считанные минуты. Красиво смотрится на праздничном столе. Попробуйте приготовить. Надеюсь, вам тоже понравится. Готовим холодную закуску, фаршированные перцы. Сначала приготовим начинку. На мелкой терке натираем 200 граммов твердого сыра и 2 вареных яйца. Крабовые палочки 4 штуки мелко нарезаем. Добавляем к сыру. Мелко режем небольшой пучок укропа. Добавляем. Солим по вкусу. Заправляем майонезом 100 граммов. И хорошо перемешиваем. Болгарский перец помыть, удалить семена. Лучше использовать перцы разных цветов. Так закуска будет выглядеть ярче и красивее. Фаршируем перцы начинкой, хорошо уплотняя. Количество этой начинки хватит на 2 перца. Вес одного перца примерно 120 граммов. Ставим в холодильник часа на 2-3. Перед подачей нарезаем перцы кружочками и подаем к столу. Получается очень вкусная и яркая закуска. Готовится просто. Замечательно подойдет как для праздничного стола, так и разнообразить повседневное меню.
Попробуйте приготовить. Надеюсь, вам тоже понравится. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями рецептом в соцсетях, пишите комментарии, смотрите другие наши видео.